Сегодня мы начинаем новую рубрику «Клинический разбор». Каждый раз в новом ролике я буду рассказывать о конкретном клиническом примере, о конкретном пациенте, который был у меня на приеме. И это может быть полезно и опытным врачам, и молодым специалистам, которые будут учиться на ошибках и недочетах своих коллег. И, конечно, вам, уважаемые пациенты, что нельзя делать, что не стоит делать, а что надо сделать в первую очередь, чтобы сохранить самое главное – ваше здоровье. Первая ситуация. Пациентка, которая страдала от банального головных болей. Удивительно и парадоксально, я это называю парадоксом головной боли, что пациент, страдающий от этой очень частой проблемы, которая стоит на втором месте среди всех причин временной нетрудоспособности, ходит кругами по самым разным специалистам, и не только неврологам, и терапевтам, и даже нейрохирургам, берет и проводит самые разные обследования, в итоге остается ни с чем, вернее, остается со своей головной болью. Моя пациентка прошла все эти круги. Она была той самой медицинской сиротой, которая имела на руках многочисленные МРТ, РКТ, рентгеновские снимки, курсы проведенных капельниц, а ВОЗ и ныне там. Головная боль оставалась вместе с ней. И первый момент. Наверное, надо было задуматься и пациентке, и моим коллегам о том, что не количество рентгеновских снимков или МРТ вылечит эту пациентку. Ей устанавливают самые разные диагнозы. Кстати, самые частые и ошибочные диагнозы при головной боли – это дисциркуляторная энцефалопатия, шейный остеохондроз, краниалгии сложного генеза. Хотя за этими мудреными словами кроются две основных причины головной боли. Это мигрень и головная боль напряженного типа. Именно эти две причины создают самое большое количество случаев головной боли на нашей планете. Что делает обычно пациент, у которого болит голова? И болит не день, не два, а месяцы, а то и годы. Он порой без консультации специалиста идет на обследование. МРТ, РКТ, УЗИ сосудов шеи и головного мозга. Я скажу, что зачастую это абсолютно бессмысленные процедуры, которые только вытаскивают деньги из кармана нашего пациента. Кто скажет, как же так? А у меня нашли на УЗИ сосудов какие-то изменения, извитость, а на МРТ нашли какие-то умеренные, но все-таки какие-то нарушения. Так вот я отвечу еще раз. Две основные причины – мигрень и головная боль напряженного типа – это самые частые причины головной боли. На самом деле при них не видим каких-то актуальных, важных клинических изменений ни в сосудах, ни в структуре головного мозга. Что делать? Как быть? Диагноз мигрени клинический. Это я напоминаю своим коллегам-врачам. Клинический значит, в первую очередь, надо расспросить пациента о характере, о причинах, о провоцирующих факторах головной боли. И если человек говорит, что у него головная боль с одной половины головы сопровождается тошнотой и рвотой, сопровождается фотопсией, то есть ему очень неприятно смотреть на яркий свет и громкие звуки его раздражают, с великой долей вероятности это мигрень. Вторая ошибка. Что делает человек, у которого так часто болит голова? Верно, он начинает пить болеутоляющие средства. Пьет нестероидные противовоспалительные средства, идет к мануальщику, к остеопату, проводит курсы капельниц. Знакомо? Да наверняка. А что надо сделать? Надо прийти к опытному неврологу, который, разобравшись и установив диагноз мигрень, например, определит, что это хроническая мигрень, и назначит, кроме болеутоляющих средств, профилактическое лечение мигрени. Вот здесь очень важный момент для пациентов. Профилактическое лечение мигрени – это не болеутоляющие средства. Отнюдь. Есть группа препаратов, которые, на первый взгляд, как-то и не относятся к этому типу головной боли. Антиконвульсанты или бета-блокаторы, но они хорошо помогают нашим пациентам. Есть, наконец, современные методики лечения, которые называются моноклональные антитела. И одна инъекция, подкожная инъекция в месяц позволяет устранить головную боль. Это был первый, как теперь принято говорить, кейс в нашем приеме. Следующая пациентка подавил вздох. Это больная с так называемым диагнозом синдром вегетососудистой дистонии. Наверняка многим из вас, уважаемые коллеги, я обращаюсь к врачам, и мои пациенты, знаком этот диагноз.
Вот уж поистине человек, у которого и есть, и нет диагноза. У моей пациентки в течение последних 2 лет было множество госпитализаций в стационаре. Почему? Шли панические атаки, одна за другой. Несколько атак в неделю, которые полностью выбивали ее из седла, лишали работоспособности, и фактически она приблизилась к состоянию инвалида. Капельницы, обследование и вновь по кругу. Раз за разом, из стационара в стационар, ей устанавливали диагноз либо СВД, трехбуквенный диагноз синдром вегетативной дисфункции, либо дисциркуляторная энцефалопатия, потому что вроде бы по возрасту она уже подходила, ей под 50, и, мол, сосудистые изменения в мозге есть, давайте поставим дисциркуляторную энцефалопатию. В итоге само лечение было абсолютно неправильным. Я не хочу разбирать конкретного врача и конкретный стационар, но в этой ситуации пациенту с паническими атаками необходимо назначать антидепрессанты, анксиолитики, то есть это препараты, влияющие на настроение, убирающие тревогу и купирующие вегетативные нарушения. Меня очень часто спрашивают, а как так получается, профессор, вот лечился в другом месте, в 5 поликлиниках, в 6 стационарах, приехал к вам, и как-то мне помогло. Я чудес не делаю. Мы назначаем указанные препараты ровно на тот период, который необходим. То есть для врачей, хочу обратить внимание, курс антидепрессантов должен быть, первое, в адекватной дозировке. В этом случае дозировка была, внимание, в 2 раза ниже терапевтической. Второе. Курс должен быть длительным. Не как в этом случае, буквально 1 месяц, а минимум полгода, а то и более. И мои коллеги-психиатры знают прекрасно, что курс антидепрессантов – это не номером 10. Это не 10 инъекций, не 10 таблеток, это не 1 месяц терапии. Это долгая и индивидуальная работа с пациентом, и подбор терапии, подбор дозировок тоже должен быть индивидуальным. Итак, несколько ошибок со стороны врача. Первое – это то, что курсы должны быть длительными и с адекватной дозировкой препаратов. Если мы видим частые панические атаки, то обязательно подключается психотерапия и рациональная психотерапия, в том числе работа с пациентом. И вот тут мое обращение к пациентам. Очень многое вы сделать можете сами. Во-первых, вы создаете партнерские отношения со своим врачом. Надо доверять врачу. Вы спросите, а если я ему не доверяю, тогда вы должны искать своего врача. И методом перебора найти того, кому вы беззаветно доверитесь и поверите в то, что именно с ним вы пойдете к выздоровлению. Второй момент. Не бойтесь, пожалуйста, назначенных вами препаратов и не отменяйте самостоятельно их. Это большая и частая ошибка. Чуть стало полегче, все, бросил, не стал принимать лекарства. Это кардинальный вопрос, на который мы всегда обращаем внимание. Еще один очень важный момент. Что я могу сделать сам со своими паническими атаками? У нас на YouTube-канале есть довольно много роликов, посвященных этой актуальной проблеме. И про панические атаки, и самопомощь при них, и даже разработан отдельный онлайн-курс Медитера, в котором мы очень активно и много говорим о том, что мы можем сделать со своей тревогой, с паническими расстройствами, с изменением настроения, потому что медитативные техники и дыхательные техники здорово помогают при этой проблеме. Но парадокс, ведь этой пациентке я тоже рекомендовал и дыхательные практики, и медитацию. Но ничего подобного она не стала делать. Она сочла это каким-то бла-бла-бла. Хотя это очень важные, я бы сказал так, знаете, если разделить по частям, вот половина успеха – это усилия мои, как врача, с препаратами, определенными методиками воздействия на человека. Вторая половина – это вы, мои пациенты. То, что вы делать можете сами. Но слава богу, что в итоге после долгой работы у нас с ней все получилось, и через 7 месяцев, еще раз подчеркну, 7 месяцев лечения, мы сказали друг другу до свидания, потому что панические атаки закончились, и она вернулась к своему нормальному самочувствию. Ну и, конец, 3-й пример.
Аж с Дальнего Востока человек приехал. А приехал он с обыденной проблемой – боль в спине. И сказала эта женщина мне: ну что я приехала к вам, меня дети притащили, у меня обычная боль в спине, я же знаю, что мне надо пить болеутоляющие, нестероидные противовоспалительные средства. Я ей сказал: давайте разбираться с вашей ситуацией. И здесь очень важно, что опять все как под копирку. Многочисленные обследования, многочисленные курсы лечения, таблетки, а боль вместе с ней. Да, у этой пациентки в поясничном отделе позвоночника были определенные изменения. Но не снимок мы лечим. Уважаемые коллеги и уважаемые пациенты, не надо нести как хоругвию впереди себя рентгеновский снимок и говорить: вот у меня протрузия диска, вот у меня грыжа диска, я имею в виду межпозвоночная грыжа диска, лечите мне ее. Вот у меня, например, тоже есть грыжа диска. Да, когда-то я делал МРТ, и это выявилось как находка, но я не страдаю от этого, не страдаю ни физически, ни морально, потому что морфологические изменения, коими являются грыжа диска, протрузия, пролапс диска, не являются объяснением причины боли в вашей спине. Парадоксально, но это факт. Также получилось и с этой пациенткой. После детального обследования, причем обследования руками, мы выявили, что страдает у нее вовсе не поясничный отдел позвоночника, а крестцово-подвздошное сочленение. При пальпации этой зоны она давала, как любят говорить врачи, выраженную болезненность, вскрикивала при пальпации этой зоны. И для врачей специально акцентирую внимание: проведите, пожалуйста, у подобных пациентов исследование на выявление феномена Патрика. У нее он был положительный. Следовательно, у нее была проблема в крестцово-подвздошном сочленении. Дальше мы вместе с ревматологом разбирались с этой пациенткой, дабы исключить ревматологическую проблему, выдохнули вместе, потому что ревматологической проблемы здесь не было, и я начал лечить дисфункцию крестцово-подвздошного сочленения. С успехом мы решили эту проблему с помощью блокад, мануальной терапии и курса нестероидных противовоспалительных средств, подобранного специально с учетом профиля этой пациентки. Потому что у нее, кроме всего прочего, была проблема с желудочно-кишечным трактом. И это очень важный момент. Уважаемые коллеги и уважаемые пациенты, бесконтрольно принимать эти препараты нельзя. Посоветуйтесь с врачом, чтобы решить, что можно выбрать для купирования вашей боли. Потому что нестероидные противовоспалительные средства дают, с одной стороны, плюс, избавляет вас от боли, избавляет от воспаления. С другой стороны, любой из них имеет побочные эффекты. С ними вы можете ознакомиться в инструкции по применению. И это мой совет каждому из вас. Прежде чем вы назначаете что-то, вы, врачи, и вы, мои пациенты, ознакомьтесь с инструкцией применения к этому препарату. Посмотрите внимательно не форум какой-то в интернете, а в официальную инструкцию этого лекарственного средства. Уважаемые коллеги, у меня еще в руках осталось очень много. Это реально мои пациенты, пришедшие ко мне на прием. Очень много клинических примеров, о которых я хотел рассказать. Каждый раз я буду делиться своим опытом. Каждый раз я буду делиться и своими ошибками, и своими сомнениями по поводу моих пациентов. И каждый раз я буду обращать внимание на ваши ошибки, уважаемые пациенты, в которые вы допускаете. Для того, чтобы сохранить ваше здоровье, нам надо работать вместе. Желаю вам всего доброго. Будьте, пожалуйста, здоровы. До новой встречи на нашем YouTube-канале. Пока.